Всем здравствуйте! С наступившим вас Новым годом! Пусть Новый год вам принесет крепкое здоровье, удачу, счастье и всего самого доброго. Всем мирного неба над головой. Пусть все ваши желания исполняются. Вот такая у меня елочка уже несколько лет. И ни одна елка настоящая не пострадала. Как я ее делала, у меня есть мастер-класс на канале. Можете пройти посмотреть по ссылке в описании под видео. На этой елке много игрушек ручной работы. Вот мой сапожок лежит в технике Бора. Я шила. Тоже есть мастер-класс. И этого гномика я тоже делала. Тоже есть на канале. Посмотрите, пройдите. И много игрушек ручной работы. А сегодня я предлагаю вам сшить вместе со мной праздничный наряд. Шить я буду из трикотажа вот с люрексом. Вот такую нарядную блузку буду шить. В прошлом году я уже шила такую блузку себе, аналогичную. Но в этом году решила другим цветом. Не бойтесь шить. Будем шить без выкройки. Вот эти милые Дед Мороз и Снегурочка очень старые, винтажные игрушки. Девчонки, ничего не бойтесь, все у вас получится. Я тоже не швея, я только учусь. Кто шьет первый раз вообще, можете взять старую простыню, выкроить из нее по своей кофточке полюбившейся и шить. Вот этот самый блузончик, который я шила в прошлом году. Шила я летучую мышь с цельнокроенным рукавом. Ничего сложного нет в этом. Шила вот я аналогичную сошью из другой ткани. Вот чуть-чуть прибавлю только ширину рукава, потому что как-то мне там тесновато в этом месте. А так все остальное все буду шить так же. И длину, и вырез, наверное, такой же сделаю. Подумаю, в общем. Шить я буду вот из такой розовой ткани с люрексом. Не знаю, как он себя поведет. Вот эта сторона мне больше нравится, чем такая яркая и сияющая. Та изнаночная сторона спокойная такая, приятная. Но это красивая, нарядная. Вы можете взять любой трикотаж, джерси. В общем, что хотите. Какой хотите плотности и расцветки. Я сложила ткань вдвое. Ширина очень большая, поэтому я сдвину немного в сторону, чтобы лишнюю ткань мне не резать. Свою блузку я вывернула наизнанку, сложила вдвое. И теперь буду ее обрисовывать. На блузку с цельнокроенным рукавом надо брать две длины обязательно. В зависимости от вашего роста я себе взяла длину 1,5 метра. В общем, по 75 сантиметров полочка и спинка будет. Как я уже сказала, что я добавлю ширину рукава вот в этом месте. Буквально сантиметр-два. Длина мне будет нормально. Буду делать с припусками. Ткань скользкая. Я зафиксировала их камушками. Вот эти камушки я привезла, представляете, откуда? С Дагестана. С Алтинского водопада, вы не поверите. Обернула пленкой пищевой, чтобы они не пачкали. А вот эти уже с Каспийского моря черные камни. Ну, у нас не найдешь таких. У нас угловатые. А таких обтесанных, овальных и тонких у нас нет камней. Вот хоть верьте, хоть нет. Там тоже не больно-то найти вот такие тонкие. Но я все-таки нашла. Ну а теперь надо обчертить нашу блузку. Чертите все точно так же, как ваша полюбившаяся блузка. Ну, немножечко потом на сантиметрик или на 0,5 миллиметра можно прибавку сделать на швы. Я сделала побольше, делайте побольше, потому что срезать в любой момент можно. А вот добавить, это уже проблема будет. Вот так я прибавила рукавчик, ширину, ну, тоже немножко посвободнее сделала, а длина мне в самый раз. Я выкроила спинку, и по ней сейчас буду выкраивать переднюю часть. Я ее сколола, чтобы она у меня не двигалась никуда. Как видите, я оставила запас еще побольше. Всегда делайте запас, никогда не поздно будет его срезать. На полочке мне надо будет сделать вырез. Даже не знаю пока какой, круглый или такой же V-образный сделаю. Пока делаю отметочку. Я перевела выкройку. Ну а теперь все-таки я буду делать V-образный
вырез. Нам надо соединить две точки. Точку плеча и точку выреза, которую мы отметили. Вы делаете по своему желанию вырез. Но вырез надо делать не точно, ровно вот так, немножко закруглив, чтобы он хорошо лежал на груди, не топорщился. Вот чуть-чуть скруглите его. Ну а если вы хотите круглый вырез, то рисуете круглый. Глубину вы определяете уже сами, декольте. Вот. И если хотите плоский, более плоский вырез лодочкой, то немножко ниже делаете, чем вырез у спинки. И немножко шире тогда плечо надо делать. Ну, это я нарисовала для вас, поэтому я сейчас убираю эти отметки. А сама буду выкраивать V-образный вырез. Я все выкроила, уже сложила две детали и сшила их. Задняя часть мне показалась широкой, поэтому по центру спинки я сделала шов. Осталось его отгладить только. Видите, он немножко смарщивает. На ткани у меня остались отметки, но это не страшно, потому что этот карандаш смывается водой. Я совсем забыла сказать, у кого высокая грудь, то делайте обязательно баланс. То есть поднимайте полочку, плечо полочки на 1, 2 или 3 сантиметра, как вам надо. И низ полочки тоже прибавляйте столько же сантиметров. И выравнивайте с боковыми потом швами. Это делается для того, чтобы плечо не тянуло назад. Если вы шьете впервые, то делайте наметку, а потом несколько раз примеряйте. Правило 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, еще никто не отменял. Я очень много примерок сделала. Ну а теперь нам осталось сделать обтачку. Обтачку делаем так. Выворачиваем изделие наизнанку, скалываем плечевые швы и обрисовываем. Сейчас я обрисую вырез и прибавлю в ширину 5 сантиметров. И затем посадить ее на дублерин. У меня трикотажный дублерин. А здесь у меня помощница, бусинка ходит. От внучки пришла в гости. Наверное, я неправильно назвала дублерином. Наверное, это флизелин трикотажный. Он тянется, потому что у меня это трикотаж. Теперь лишний флизелин можно срезать. Я его немножко, видите, с запасом получилось. Вот у нас готова обтачка. Я ее обработала зигзагом. А теперь центр выреза скалываем с центром выреза на блузке. И прикалываем, скалываем. И потом надо будет приметать обязательно. Длину пока я не срезаю. Когда уже будет обтачка пришита почти, я прошью ее уже по факту. Обтачка пришита. Теперь нам надо в центре выреза сделать прорезь, чтобы она хорошо вывернулась. И перед тем, как сделать отстрочку обтачки, надо будет внутреннюю часть срезать, чтобы обтачка не была толстой, грубой. Оставить миллиметра 2-3, остальное срезать. Отстрочку надо делать на стороне обтачки. Вот так у меня получилось, посмотрите. Обязательно утюжьте все швы. И вот моя блузка почти готова. Я так увлеклась шитьем, что я забыла снять этот момент, когда пришиваю к низу блузки пояс, или как его правильно назвать. Но там ничего сложного нет. Какую вам ширину надо, такую выкраиваете. А длину этого пояса смотрите сами. Если вы хотите, чтобы блузка была с напуском, то ее надо делать поменьше, чем ширина блузки. И немножко натягивая, пришить этот пояс. Девчонки, пишите в комментариях, кто будет шить себе блузку. Кто не побоится, напишите, пожалуйста. А сейчас хочу сообщить важную информацию. У Ольги Козулиной пропал канал. Предыдущий. Он назывался «Жизнь прекрасна» Ольга Козулина. А теперь у нее новый канал «Лоскутные идеи» Ольги Козулиной. Пройдите, посмотрите, поддержите этого блогера. Сейчас сижу, озвучиваю, и выходит мне уведомление, что вышло ее новое видео. Вот видите, как получается. Ссылку на канал ее оставлю под видео в описании. Ну а на сегодня это все. Всего самого хорошего, всего доброго, здоровья крепкого и до скорой встречи.